Всем привет! В этом ролике вяжем вот такой великолепный, очень красивый и простой узор. Раппорт узора 6 петель, плюс 3 петли для симметрии, если мы вяжем поворотными рядами, плюс 2 кромочные. Так узор выглядит с изнанки. Отлично подойдет и для шапок, аксессуаров, и для плечевых изделий. И посмотрите, как подчеркивает этот узор меланжевая пряжа Газал Альпака Air. Очень мягкая, нежная пряжа. Если вы ее еще не пробовали, обязательно попробуйте. Эта пряжа не оставит вас равнодушным. На 50 грамм здесь 150 метров. В составе полиамид, мериносовая шерсть, супервош и бэйби альпака. Изделие из этой пряжи я стираю в машинке на режиме ручной стирки. Для работы производитель рекомендует спицы 5-6 мм. Узор я вязала на спицах номер 4. У пряжи очень красивая цветовая палитра. Мой цвет номер 73. Такой серо-бежево-коричневый. Вся пряжа с эффектом меланжа. Нить представляет собой полый шнур, наполненный пухом разных оттенков. Пряжа с ворсом, но в процессе вязания нет такого, что ворс летает по всей комнате. Пряжа мягкая, подойдет и для людей с чувствительной кожей. Можно вязать из нее как для деток, так и для взрослых. Возвращаемся к нашему узору. Набираем количество петель кратное 6, плюс 3 для симметрии, плюс 2 кромочные. Я набрала 23 петли. В первом ряду узора кромочную снимаем и все петли провязываем лицевыми. Вяжем так до конца ряда. Просто все петли лицевые. Второй ряд изнаночный. Кромочную снимаем, провязываем 3 изнаночные. Далее делаем накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. То есть 3 изнаночные обычные, 3 изнаночные с накидами. Раппорт 3 изнаночные, накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. В конце ряда 3 изнаночные для симметрии и кромочная. Третий ряд узора. Те петли, которые мы провязывали обычными изнаночными, провязываем лицевыми, то есть 3 лицевые. И вот у нас идут изнаночные с накидами, мы их переснимаем и удлиняем петли. Вводим левую спицу в первую и вторую петлю и протягиваем сквозь них третью. Далее делаем накид и провязываем 2 вместе лицевой за задние стенки. Это наш раппорт. 3 лицевые. 3 петли переснимаем на правую спицу, удлиняя их, то есть сбрасываем накиды. Вводим левую спицу в первую и вторую петлю, протягиваем сквозь них третью. Далее накид и 2 петли вместе лицевой за задние стенки. Повторяем 3 лицевые. Удлиняем 3 петли. Перекрещиваем их. Накид, 2 вместе лицевой. В конце ряда 3 лицевые для симметрии и кромочная. В четвертом ряду все петли изнаночные, но здесь следим за расположением стенок. 5 изнаночных я провязываю за передние стенки, а 6-ю провязываю за заднюю, чтобы петля не скрестилась. Провязываем все петли изнаночными, провязываем петли за ближайшую стенку. Довязываем ряд до конца изнаночными. В пятом ряду все петли лицевые. В шестом ряду все петли изнаночные. Седьмой ряд. Все петли снова лицевые. В восьмом ряду формируем наш узор в шахматном порядке. То есть здесь накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная. Далее 3 изнаночные. Это наш раппорт. 3 изнаночных с накидами. 3 изнаночных обычные. Накид, изнаночная, накид, изнаночная, накид, изнаночная, 3 изнаночные. И в конце ряда 3 изнаночные с накидами. Восьмой ряд.
Кромочную снимаем, удлиняем 3 петли, вводим левую спицу в первую и вторую петлю, проводим через них третью петлю, накид, 2 вместе лицевой, 3 лицевые. То есть то же самое, что мы и делали ранее, только в шахматном порядке. Удлиняем 3 петли, перекрещиваем, накид, 2 вместе, 3 лицевые. Довязываем таким образом ряд. В следующем ряду все петли провязываем изнаночными. Опять же следим за расположением стенок. Провязываем за ближайшую стенку, чтобы петли не скрещивались. Здесь у нас 2 изнаночные за переднюю стенку, 1 за заднюю и 3 за переднюю. Довязываем ряд до конца изнаночными. И еще 2 ряда провязываем лицевой гладью. В лицевом ряду все петли лицевые. В изнаночном изнаночные. Далее повторяем наш узор с первого ряда на нужную высоту. Очень красивый, простой узор. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.